Есть разные причины выпадения волос, которые невозможно решить, если просто пропить биотин или какие-то другие витамины. Нужно пойти на прием к эндокринологу. Эти признаки говорят об изменении гормонального фона, но этого недостаточно для суточной нормы, которая составляет это нарушение усвоения. В этом видео подробнее поговорим о веществе биотин и о состоянии нашей микрофлоры. Добрый день, дорогие зрители! В прошлом видео мы с вами рассматривали факторы, которые влияют на состояние волос. В этом видео подробнее поговорим о веществе биотин и о состоянии нашей микрофлоры. Ведь они ключевым образом влияют на качество волос. Но прежде хочу сделать акцент, что есть разные причины выпадения волос, которые невозможно решить, если просто пропить биотин или какие-то другие витамины. Если вы заметили, что ваши волосы стали резко сыпаться, нужно пойти на прием к эндокринологу. Да-да, вы не ослышались, именно к нему. Потому что нам нужно исключить андрогенное или андрогенетическое выпадение волос. Это когда в крови повышается тестостерон. И у мужчин они начинают сыпаться именно с макушечной части, а у женщин с боковых частей лба, именно вот с этих частей. Эти признаки говорят об изменении гормонального фона, то есть тестостерон стал усиленно вырабатываться, и как следствие возникло гормональное выпадение волос. И первая инстанция – это посещение эндокринолога, а уже потом дерматолог, трихолог. После того, как вы проверили свой гормональный фон, можно дальше уже выстраивать стратегию, учитывая результаты анализов. И мы говорим всегда о комплексном взаимодействии как изнутри, так и снаружи. Видео, которое я сегодня для вас записала, это видео предназначено для того, чтобы вы правильно делали профилактику и поддерживали ваши волосы, когда еще нет проблем со здоровьем. Итак, поехали. Есть такой витамин, который называется биотин. Он был открыт еще в 1901 году, его назвали биос, если перевести это с греческого, на биос означает жизнь. В 1935 году он был выделен в кристаллическом виде из желтка и получил название биотин. И в 1949 его стали производить массово благодаря исследованиям двух ученых, которые синтезировали вещество, и оно полностью соответствовало природной форме биотина. Его называют еще витамином H или витамином В7. Это водорастворимый витамин, он способен производиться микрофлорой кишечника. Но этого недостаточно для суточной нормы, которая составляет от 30 до 100 микрограмм в сутки. Биотин – это кристаллическое вещество, которое разрушается при высоких температурах. А он играет очень важную роль для усвоения белка и сжигания жира, еще он содержит серу. А сера нужна для здоровья волос, то есть и не только, и ногтей и так далее. Одна из важных задач биотина – он принимает участие в синтезе полезной микрофлоры кишечника. Если его недостаточно, волосы начинают редеть, начинают выпадать, становятся ломкими, отмечается сильная сухость, и они утрачивают свой цвет, то есть тусклыми становятся, и усиливается жирность головы. Если говорить о самом биотине, он действует как помощник, некий кофактор, помогает в работе определенных ферментов, а эти ферменты участвуют в регенерации кожи и способствуют росту волоса из нашей волосяной луковицы. Также он помогает создавать определенные жиры в тканях. Но очень важно разобраться, почему возникает дефицит биотина. Можно предположить, что вы, например, недополучаете его из продуктов питания. Но он присутствует во многих продуктах, то есть в тех же яйцах, в помидорах, в орехах, в луке, в капусте. То есть очень много продуктов имеет в составе биотин. Скорее всего, причина в том, что что-то мешает его усвоению, например, сырой яичный белок. Но если это причина, вам нужно съедать примерно 6 сырых яиц в день месяцами. Скорее, на это есть совершенно другая причина. Вообще, одна из важных причин – это проблема непосредственно с микрофлорой кишечника. Иными словами, недостаточное количество полезных бактерий в нашем кишечнике. Их предназначение – производить определенные вещества, в том числе вещество биотин. Его производство – одна из главных задач микрофлоры. Что может повлиять на недостаток микрофлоры или вообще на ее отсутствие? Это тот же прием антибиотиков, то есть он может полностью уничтожить микрофлору. Если вы принимаете антибиотики, вы обязательно позаботьтесь в этот момент о восстановлении и поддержке вашей микрофлоры. Я очень рекомендую обратить внимание на симбиотик, который называется суперфлора. Он в отличной дозировке, в своем составе имеет и лакто, и бифидобактерии, еще и инулин, корм для полезной флоры. И если полезных бактерий мало, их место замещает вредная патогенная микрофлора. Есть еще одна причина – это нарушение усвоения. Это когда наш организм не усваивает биотин в тонком кишечнике.
Это может быть из-за синдрома раздраженного кишечника или любого воспаления, после которого началась уже образовываться в кишечнике, например, рубцовая ткань, и начались проблемы с усвоением биотина. Есть на рынке универсальная программа, которая называется «Здоровый кишечник». В самой программе очень грамотно подобраны все нутриенты, которые синергично дополняют друг друга, восстанавливают микрофлору, оказывают мягкое антипаразитарное антигрибковое воздействие, а также она дополнена веществами, которые одновременно защищают и даже питают вашу клетку в момент программы. В следующем видео сделаю подробный обзор по ней. Вообще отсюда можно сделать вывод: если ваши волосы периодически не резко выпадают, и вы уже перепробовали кучу средств, какие-то микроэлементы, качественный белок, витамины, обратите обязательно внимание именно на биотин и состояние органов вашего пищеварения. А на этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео.